прекрасная в теме. Ну, наконец-то добрались мы уже до шашлыков, когда можно будет выехать на природу или куда-то еще. То есть можно жарить просто шашлыки. Я их просто обожаю. Я надеюсь, вы тоже их любите. Сейчас я замариную мясо, оставлю на сутки, чтобы хорошенько промариновалось, а завтра где-то в полдень выйдем к нашим хорошим родственникам аж за 80 километров от нашего дома. Будем радоваться встрече, жарить шашлыки, отдыхать целый день. Так что перейдем к мариновке. Сегодня буду мариновать свиную шею на кости и куриные крылышки. Напоминаю, дорогие мои друзья, что все ингредиенты, которые я добавляю сюда, я не буду подробности подаваться, какие ингредиенты, что в ходе вы все увидите, а самое главное, все конкретно детально я в описании оставляю. Зайдите, смотрите и не ошибайтесь. Как видите, друзья, вот куски у меня такие большие, но навряд ли я их так оставлю, потому что они сильно большие. Я думаю, что если мы разделим их вот на такие части, это будет самое то. На каждый килограмм мяса беру по одной луковице. У меня здесь 3 средних луковицы, 1 маленькая. Добавляю немножко петрушки, несколько листиков, свежего розмарина, смесь трав. Все остальное, что вы видите у меня на столе, я буду добавлять, вы смотрите. И не забывайте, все у меня в описании есть, зайдите и смотрите обязательно. Итак, традиционно лук режу на кольца, полукольца, но мы это делать не будем. Мы сейчас будем этот лук измельчать в блендерной чаше со всеми ингредиентами, чтобы получилась однородная масса. Ну и так, поехали. Лук режем примерно на 4 части. Можно вот так, можно еще меньше. Давайте еще меньше, давайте на 8 частей сделаем. Все это добавляем в блендерную чашу. Смотрите, я сюда добавляю буквально немножко петрушки. Вот, примерно так. Розмарин я просто от веток освобождаю вот так вот. И добавляю в мясо. Сюда же, соответственно, добавляю соли. Смело можно добавить на 1 килограмм где-то по чайной ложке. Сюда добавляем смесь трав. Также сюда добавляем смесь, которая у меня уже в описании есть. Зайдите, смотрите. Здесь, кстати, дам подсказочку. Здесь сушеные томаты, кориандр молотый, чеснок молотый, ну и так далее. Так, сюда же мы добавляем 1 столовую ложку лимонного фреша. Ну вот так достаточно. И также добавляем сюда в районе 150 миллилитров минеральной воды. Ну, примерно так. Все это дело сейчас будем взбивать. Все, эта смесь уже готова. Для мариновки у меня есть идеальная такая тара из-под сыра. Я в нем им буду мариновать. Значит, сюда сейчас заливаю чуть-чуть, буквально на дно вот этой смеси, которую мы приготовились только что с вами. Вот. И потихонечку я начинаю добавлять мясо. Вот. И буду мешать. Лук прям глаза режет, ей-богу.
такой смеси мясо у вас получится просто отменным. Представляете, сюда поместилось 3,5 килограмм мяса. Я вообще в шоке, честно. Это получится настолько сочно, ребят. Вам надо это просто попробовать, чтобы понимать, о чем идет речь. Реально. Я много разных маринадов пробовал, но подобный вариант это просто нечто. 100% это попадание прямо. Все, готово. Будем стараться закрывать теперь. Оп. Все, вроде получилось. Все, пусть маринуется. Убираем это в холодильник. И пусть останется до завтрашнего дня. С мясом у нас уже все. Давайте замаринуем еще крылышки. Для мариновки крылышки я добавляю сюда соли, смесь, которую я скомпоновал. Эту смесь, кстати, я укажу в описании. Зайдите, смотрите тоже. Паприку, подсолнечное масло. Кстати, когда я вообще жарю, хоть это в духовке, хоть на сковороде, хоть на гриле, я убираю вот эту вот первую фалангу. Потому что она всегда во всех случаях сгорает. Ее лучше, конечно, убрать. Но сейчас я это не буду убирать. Почему? Потому что, смотрите, одним движением руки я просто ее вот так вот закидываю наверх. Вот. И это будет уже на гриле как целый кусок мяса. Могу я его одевать на шампур. Представляете, смотрите, как красиво получается. Вот так вот. Поэтому я сейчас в этом случае ее убирать не буду. Все, давайте начнем. Добавляю сюда, значит, где-то чайная ложка соли. Можно чуть больше. Давайте чуть больше, чтобы было вкуснее. Нашу смесь. Паприку, чайную ложку. Паприка, она настолько универсальная, ребята, вы не представляете. Практически во все места я добавляю, во все блюда. Ну и добавим вот примерно так вот. Грамм можно вот 50, может чуть больше, вот так вот. Подсолнечное масло. Но если вдруг у вас под рукой окажется оливковое масло, обязательно воспользуйтесь случаем и добавьте сюда оливковое масло. Смотрите, какой приятный цвет получили крылышки. Это, кстати, за счет паприки во многом. Все, маринад готов. Крылышки убираю в пакет. И, соответственно, убираю в холодильник до завтра. Сколько винограда собрал, дядя Жорик? Вообще в общем собрал 135 килограммов, а так еле раздали. Здесь у вас черный или белый виноград? И Какой черный, сорт? И черный, и белый. Отсюда я черный, остальное белый. Вкусное вино получается, лично Очень пробовал. сладкий. Я могу вино даже угостить вам. Спасибо. Есть у нас вино домашнее, сам делали, так что все есть у нас. Спасибо. Уйди, блядь. Блядь, уйди. Суп готовим. Жарим. Очень полезно. Очень вкусный.
витаминов. Тетя Феля наш хороший родственница. Дядь Жорик хороший родственник наш. Подойди на выстрел, извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный, пусть стучат копыта дробью. Я пошел от цели, ну от цели, она в прицеле, и я взявший ее, если захочу не свернуть. Друзья, вот так вот потихонечку уже переходим к шашлыкам. Готовим костер. От снарядов в небе тесно, и я пикирую отвесно, исключительно красиво иду. Везет, касаюсь борта, и в расширенных зрачках отраженно весь мой долгий путь до цели. Сейчас вот будем жарить шашлыки. Мы рады встрече с нашими родственниками. Очень приятно. Так что на природе погода хорошая, музыка хорошая. Слышите, вот костер уже разожгли потихонечку. Сейчас перейдем уже к мясу. Надо жить. Все, вчерашний маринад пошел в дело. Вот, это уже корейка на кости. Вот это вот шея, друзья, а это корейка. По-армянски чалагач. Смотрите, какие куски. Друзья, вот смотрите, почему я первую фалангу не отрезал, потому что будем на шампур одевать. Вот смотрите, первую фалангу вот так будем одевать на конечную основание. И это будет держать, она будет как целостный кусочек. Вот смотрите. Раз и закинули сюда. Вот так. Вот так вот. Отлично. В этом случае точно крылышки не подгорят никоим образом. А так обычно вот эту первую фалангу отрезаем, чтобы она не подгорела. Эта часть, она быстрее жарится, чем вся остальная крылышко. Уже мчимся в гости, на ночь глядя, и бабушек приходим навестить на день рождения раз, и раз в день смерти, а в третий раз, когда сжимает сердце. Все отлично. Смотрите, сколько у нас мяса здесь получается. Как отлично. Свиная шея на кости, корейка на кости, крылышки куриные. У нас там еще мясо есть. Сейчас будем еще раскладывать. Так что давайте продолжим. Это армянский лаваш. Вот так, друзья. Приятно. Видите, сколько мяса у нас. Мясо просто супер. Мяса много. И много людей у нас, родственников много. Так что будем сидеть, отдыхать все вместе. Так что радуемся встрече. Мой сегодня друг, оператор, родной, Артак, мой брат. Так что спасибо тебе. Очень приятно. Пойдем потихонечку нанизывать на шампуры.
Вот такие вот. Вот такие куски вообще можно даже на 2 шампурах одевать, но это мы делать не будем. Ну, потихонечку наденем. Даже не представляете, ребят, как это будет сочно и насколько это будет сочно. Так что рецепт повторите обязательно. Запомните, изюминка этого рецепта — это в обязательном порядке лук пропустить через блендер. Все уже почти готово. Оставим угли, пусть оседают. И потом уже приступим к жарке шашлыка. Посолим немножко угли, чтобы огня не было. Особенно хорошо, когда у вас мясо жирное. Угли уже готовы, друзья. Пошли потихонечку жариться. Вот с этого края и начнем одевать. Шашлыки должны медленно прожариваться. Быстрые шашлыки — это не шашлыки, это сухое и очень жесткое и прожаренное мясо сверху, а внутри просто ни о чем. Все. Уже готов, да? Да. О, красный. Так. И накроем их вот так вот лавашом, пусть остаются в тепле. Все, уже водка готов. Водка готова, закуски сейчас сделаем. Джорик, держи. Спасибо. 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 Все, берем, да? Вот это честно. Будем ждать.
Ой, это вообще было максимально супер, ребята. Было вкусно, приятно встретиться, уютно. Погода была шикарная. В общем, не знаю, неописуемо отдохнули, очень все было классно. Спасибо за гостеприимство, тетя Джорику, тетя Офелией. В общем, ребята, если вам понравился мой рецепт, этот видеоролик, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь, самое главное, на мой канал. И не забудьте включить колокольчик. И если вам есть что сказать, обязательно пишите комментарии, подскажите, что бы вам было интересно, чтобы я для вас приготовил как рецепт. Спасибо, что вы были на моем канале. Пока.